Здравствуйте. Я на сегодняшней лекции продолжу чтение строения мембраны, и мы будем говорить об ионных каналах. Дело в том, что ионные каналы играют чрезвычайно важную роль в возбудимости всех клеточных структур. И вам может сегодня показаться, что я слишком много времени обращаю на детали, которые, может быть, вам покажутся ненужными. Но на самом деле речь идет вот о чем. Когда вы начнете изучать фармакологию, когда вы начнете изучать кардиологию, заболевания сердца, заболевания нервной системы, все время речь будет идти об ионных каналах, потому что при многих заболеваниях применяются такие лекарственные препараты, которые блокируют действие каналов или наоборот раскрывают, усиливают действие каналов. И вот тогда, поверьте, если вы запишете сегодня лекцию хорошо, если вы заглянете в свою тетрадь и прочтете, посмотрите ту лекцию, которую вам читали на втором курсе, то вы увидите, что читалось это абсолютно не зря. Мы говорили об ионных каналах, я вам рассказал об ионоселективности каналов, и я хочу вернуться к строению каналов, к их особенности. Я вам говорил, что каналы ионные делятся на три вида. Это вольт-зависимые каналы, лиганд-зависимые и механозависимые. Вот вольт-зависимые каналы изменяют, возбуждаются, открываются и начинают пропускать ионы тогда, когда изменяется электрический потенциал мембраны. Чаще всего это происходит при действии раздражителя. Но здесь не требуется рецептор. А вот лиганд-зависимые каналы возбуждаются лишь в том случае, если к данному лиганду, к данному раздражителю, который должен привести к открытию канала, имеется специфический рецептор. Рецептор, который воспринимает действие данного раздражителя. И, наконец, существует механозависимые каналы. Вот эти каналы возбуждаются очень легко. Растягивается мембрана, изменяется потенциал при этом мембраны, и происходит при этом открытие, возбуждение канала и открытие канала. Ну вот вольт-зависимый канал. Посмотрите, здесь нет рецептора, но канал откроется тогда, когда подействует раздражитель и когда откроются ворота, о них мы будем говорить позже. А вот лиганд-зависимые каналы – другое дело. Вот раздражитель, и к нему имеется рецептор. Вот он рецептор.
И только когда вступит во взаимодействие рецептор с лигандом, вот только тогда изменится конформация этого канала. Канал возбудится и начнет пропускать ионы. И, наконец, механа возбудимая. Да очень просто. Вот растягивается мембрана, при этом открывается канал, изменяется опять-таки конформация белка, который входит в этот канал, и таким образом пропускаются ионы. Но мы вот видим, что состоит пора канала из 5 цилиндров. Пора канала состоит из 5 цилиндров. И я на прошлой еще лекции говорил вам о том, что внутрь этой поры смотрят белки с одинаковым зарядом. Смотрят белки с одинаковым зарядом. Это лиганд. Лиганд – зависимый канал. И мы знаем уже теперь, как он открывается. Я вам также говорил, что существуют регенераторные и нерегенераторные каналы. Регенераторные каналы всегда вольт-зависимые. Они много раз используются. А вот нерегенераторные каналы – это механо- и лигандозависимые. Они могут быть одноразовые, необратимо зависимые. То есть канал отработал и исчезает. А вот нужно подействовать вновь раздражителю, вновь нужно подействовать раздражителю, и вновь этот канал образуется. Причем он может образоваться рядом, в каком-то другом месте, но он будет пропускать ионы. Я говорил вам, нет, по-моему, вот о воротах каналов я вам не рассказывал. Ворота каналов могут быть закрытые, могут быть открытые. Канал может содержать одни ворота, может содержать двое ворот. Ну, например, канал для ионов натрия, мы будем подробно разбирать его характеристику, может содержать верхние ворота у входа в канал М и N или H, и так их называют, у выхода из канала. В состоянии покоя канал обязательно закрыт. При изменении потенциала мембраны открываются сначала верхние ворота, а уже затем открываются нижние ворота. И происходит в основном открытие канала за счет конформационных изменений белка. И вот через 5-6 секунд нижние ворота закрываются, но за это время канал успевает пропустить 6000 ионов натрия. Всего лишь 5-6 миллисекунд, и пропускается такое громадное количество ионов натрия. Ну вот мы видим, закрыты нижние ворота, открылись, вот закрыты верхние ворота. Только когда открыты и те, и другие, то пропускаются ионы. Но существует и другая классификация
ионных каналов. Это неуправляемые. Они постоянно пропускают через себя ионы. К таким относятся калиевые каналы. Вот об этих каналах я потом буду говорить. Действительно, вот эти каналы действуют в большинстве случаев почти постоянно. Они всегда открыты и пропускают ионы в зависимости от состояния мембраны и в ту, и в другую сторону. Эти ворота чаще всего всегда открыты и пропускают ионы в ту и другую сторону. Потенциал управляемый открываются только тогда, когда изменяется электрический потенциал мембраны. То есть должен измениться электрический потенциал мембраны, действует раздражитель. И вот к таким каналам относятся натриевые каналы. Хемоуправляемые должен подействовать химический раздражитель. И чаще всего таким химическим раздражителем является медиатор, пропускается в клетку ионы натрия. Я должен сказать, что могут каналы открываться, могут хемоуправляемые каналы открываться под влиянием продуктов обмена клетки. И таким образом осуществляется управление работой клетки. Ну и, наконец, стимул управляемый. Вот стимул управляемый находится в рецепторных клетках. Обязательно должен быть стимул, в том числе в нервных окончаниях, где наступает генерация потенциала. Они возбуждаются под влиянием различных раздражителей. И в частности, при механическом раздражении пропускают ионы натрия. Ну вот вы можете видеть натриевый канал, пропускает натрий. Кстати, канал для натрия может пропускать и ионы калия. То есть он относительно селективен. Вот ворота открыты. Видно, что заряженный отрицательно канал. И проходят ионы натрия. Вот здесь вы видите, что у калия тоже есть ворота. Но они бывают закрыты чрезвычайно редко. Ворота большей частью открыты, и калий может идти. Здесь показано в одном направлении. На самом деле калий, как и натрий, в двух направлениях проходит. Вот теперь давайте познакомимся с натриевым каналом. Вот натриевый канал состоит из двух субъединиц, альфа и бета. Вот такой канал находится в мышцах, в мышечных веретенах, состоит из двух субъединиц, альфа и бета, в мышечном веретене, в нервном волокне
А вот в эпителиальных клетках этот канал состоит из 3 субъединиц. Сюда еще входит и гамма. Сюда еще входит и гамма-субъединица. Но главной из них является альфа-единица. Именно в ней имеется пора. А вот бета и гамма единицы вспомогательные. Бета и гамма вспомогательные. Они делают все возможное для того, чтобы улучшить, сделать оптимальной работу канала. Бета и гамма единицы вспомогательные, они делают все для того, чтобы улучшить работу канала. Канал пронизывает белки, имеющие цилиндрическую форму, я вам уже показывал, макроцилиндры. 4 или 5 макроцилиндров образуют пору, через которую проходят, ну вот для канала натрия 4 проходят ионы натрия. Но одна пора одновременно вмещает 4 иона натрия. Вы помните, какое громадное количество пропускается за миллисекунды ионов натрия. Итак, натриевый канал 4 макроцилиндра, проходят ионы натрия и сразу проходят, вмещает она 4 иона. Ну вот давайте посмотрим натриевый канал эпителия. Вот главная альфа-единица, главная. Рисовать вам это, разумеется, не надо. Это главная альфа-единица, бета и гамма-единица. Вы видите, что гамма-единица и бета-единица связаны с альфа, с альфой. Для чего субъединицы эти? Для того, чтобы сделать, я уже говорил, оптимальной работу этого канала. В натриевом канале, мы говорили, имеется 2 типа ворот. Вот М-ворота активационные, они наиболее возбудимые, они открываются даже при незначительном изменении потенциала мембраны. Но этого недостаточно для того, чтобы пропускать ионы натрия. Значит, это активационное, наиболее возбудимое, незначительно изменится потенциал мембраны, и ворота эти откроются. А вот H или N, нижние ворота, инактивационные, они должны открыться только в том случае, если электрический потенциал мембраны изменится довольно значительно. Довольно значительно. Ну вот, я вам показываю вольт-зависимый натриевый канал. Вот верхние ворота, вот нижние ворота, и если этот канал открыт, то через него будут проходить ионы. Ну вот это покой, как вы видите, закрыты и те, и другие ворота. Это активация, но это только начало активации. Начинают открываться верхние ворота,
Вот вы видите верхние ворота. В дальнейшем при усилении потенциала откроются другие. А это инактивация. Кончил работу канал, и он таким образом закрывается. Ну вот еще раз показываю я вам этот канал. Вот нижние ворота. Нижние ворота могут быть закрыты, и тогда через канал ионы не пропускаются. Но обратите внимание, в канале сразу находится 4 иона. Причем один из них может быть калий. Ну вот опять натриевый канал, только когда откроются и те, и другие ворота, открытое состояние начинает пропускать ионы. Ну вот здесь показано, как это происходит. В покое вот канал закрыт. При возбуждении открываются ворота. Открываются ворота. Ну и, наконец, при инактивации, при деполяризации они закрываются. Вот немножечко расскажу о калиевом канале. Ну, во-первых, вот пора калиевого канала. Пора калиевого канала. Посмотрите, здесь 5 субъединиц, и между ними пора. И вы видите, что канал открыт. Канал открыт. То есть здесь даже не показано наличие ворот, так как калий все время проходит, практически все время проходит через канал. Но вот наиболее сложно устроен кальциевый канал. Кальциевый канал. И это понятно, потому что в основном лекарственные препараты, которые блокируют канал или открывают канал, действуют на кальциевый канал. Это и в сердце, и в нервной системе. И он состоит из формирующей поры трансмембранной за пределами мембраны, альфа-1 субъединицы и вспомогательных альфа-2 дельта, бета и гамма субъединиц. Альфа-2, альфа-1 субъединицы, главное, и вспомогательных альфа-2 дельта, бета и гамма субъединиц. 3 из них, альфа-1, гамма и дельта, пронизывают плазматическую мембрану насквозь, вот эти вот субъединицы. Бета-субъединица находится на внутренней стороне мембраны, то есть она находится в цитозоле клетки. А вот альфа-2 субъединица выступает над наружной стороной мембраны. Итак, главное альфа-1 субъединица, вспомогательная альфа-2, сигма, бета и гамма, 3 из них альфа-1, гамма и дельта пронизывают плазматическую мембрану насквозь. Бета-субъединица
на внутренней стороне мембраны, а альфа-2 выступает за пределы мембраны. Вот кальциевый канал – это простая модель. Посмотрите, альфа-2, вот альфа-2 над мембраной, а бета внизу мембраны. Кальциевый канал. Существует 3 типа кальциевых каналов. Это потенциал зависимые от потенциала мембраны. Они находятся в скелетной мышце, в нейронах коры. Регулируются они изменением потенциала мембраны. Второй тип – лиганд-зависимые. Регулируются в основном медиаторами, выделяемые в синапсах. Это ацетилхолин, главный медиатор, катехоламины, то есть адреналин, норадреналин, катехоламины, серотонин, гистамин, глютаминовые есть каналы. И каналы, регулируемые высвобождением кальция из саркоплазматического ректикулюма. И зависят эти каналы, открываются каналы в зависимости от концентрации кальция в цитоплазме. От концентрации кальция в цитоплазме. Ну вот, посмотрите, вы видите все эти субъединицы. Видите, что альфа находится наверху, бета внизу. Вот пора кальциевого канала. И 2 субъединицы связаны вот с такой цитоплазматической петлей. Это потенциал управляемый кальциевый канал. Вот кальциевый канал. Видите, здесь о блокаторах, но я говорить о них не буду, само собой. Вот пропускает он ионы кальция. Опять я обращаю внимание на то, что здесь нет ворот. Здесь практически отсутствуют ворота. Вот я сейчас вновь обращаюсь на потенциал зависимые кальциевые каналы, но я обращаю ваше внимание на то, что существует несколько типов потенциал зависимых кальциевых каналов, и мы сейчас о них будем говорить. Итак, какие типы кальциевых каналов существуют? Это L, T, N и P. Существует еще, но о других мы не будем говорить, они имеют меньшее значение. Они обладают разной возбудимостью, то есть раздражители разные, действуют на них по силе, проводимостью, одни каналы проводят больше, другие меньше, скоростью открытия и закрытия ворот, то есть обладает и по-разному длительностью действия. По-разному обладают длительностью действия. Вот наиболее распространенные являются L-каналы.
от слова long, долгоживущие, долгоживущие. Они возбуждаются тогда, когда изменяется потенциал мембраны, и работают долго, но это медленные каналы. Вот они возбуждаются, L-каналы, долгоживущие, возбуждаются при изменении потенциала мембраны, работают долго, но очень медленно. Вот эти каналы L-типа локализованы в основном в сердечно-сосудистой системе, то есть в кардиомиоцитах, в водителе ритма, синусном узле, в атриовентрикулярном узле, в атриовентрикулярном узле Аштавара, в гладкомышечных клетках, артериальных сосудах, в скелетных мышцах и тромбоцитах. Вот эти каналы также имеются в тромбоцитах, и они играют значительную роль при возбуждении тромбоцитов в процессе свертывания крови. Вот кальциевый канал L-типа, вот пора, вот дополнительные единицы. Мы видим бета-субъединица, альфа-2, дельта-субъединица. Когда канал открыт, то происходит, через этот канал происходит переход ионов кальция. Вот так L-канал. Теперь давайте посмотрим, что представляет из себя Т-каналы. Каналы Т-типа – это транзиторные, скоротечные, кратковременные. Они быстро инактивируются. Транзиторные быстро инактивируются. Они являются низковозбудимые и активируются тогда, когда заряд мембраны резко изменяется, достигает 90-120 милливольт. Обнаружены в сердце, нейронах и талямусе. В сердце, нейронах и талямусе. Вот что очень важно. Каналы Т-типа регулируют главным образом проведение нервного импульса в сердце. Их очень много в синусном узле, в узле Кислека, в синусном узле. Вы помните, что синусный узел – это водитель ритма. От возбуждения синусного узла зависит ритм сокращения сердца. Зависит ритм сокращения сердца. И они являются главными каналами, обеспечивающими возбуждение синусного узла. Главные каналы, обеспечивающие возбуждение синусного узла, а следовательно обеспечивающие и число сердечных сокращений. Каналы N-типа находятся
в нейронах и активируются нейромедиаторами. Я вам их перечислял. Это ацетилхолин, адреналин, норадреналин, дофамин, гистамин, серотонин, гамма-аминомастная кислота и так далее. То есть многие каналы относятся вот к каналам М-типа. Каналы П-типа находятся в клетках Пуркинье мозжечка, и отсюда вот название П, Пуркинье, и с этими каналами связана координация движения и движения нашего тела. Каналы Н и П типов находятся в различных образованиях нервной системы. Теперь давайте поговорим о трансмембранном транспорте. Вот перенос веществ через клеточную мембрану происходит за счет фильтрации, осмоса, пассивного и активного транспорта. Я сейчас буду это повторять. Переход веществ через клеточную мембрану осуществляется за счет фильтрации, осмоса, пассивного и активного транспорта. Пассивный транспорт не требует затрат энергии. Пассивный транспорт не требует затрат энергии. Активный транспорт требует затрат энергии и осуществляется за счет распада или гидролиза АТФ. Значит, пассивный транспорт не требует затрат энергии, а вот активный транспорт осуществляется за счет распада АТФ, создается энергия для активного транспорта. Вот как происходит диффузия через клеточную мембрану? Не через канал, через мембрану. Через мембрану клеток молекулы проходят путем простой и облегченной диффузии. Простой и облегченной диффузии. Облегченная диффузия осуществляется по градиенту концентрации с помощью особых белков-переносчиков. Сейчас как раз будем говорить. Я вам сказал, диффузия через мембрану, но это не относится, конечно, к переходу ионов. Вот так переносятся с облегченной диффузией натрий, калий, хлор, HCO3, ну и некоторые другие. Вот посмотрите, простая диффузия. Вот простая диффузия. Она может идти. Вы видите, она идет не обязательно через канал, а прямо через мембрану по градиенту концентрации. Но может и чаще всего, если речь идет об ионах, проходить вот через канал. А вот облегченная диффузия уже требует наличия особых белков-переносчиков, которые захватывают ионы и переносят их
через канал. И, наконец, активный транспорт тоже осуществляется с помощью белков-переносчиков. Но это уже более сложный. Эти белки-переносчики при активном транспорте не будут работать до тех пор, пока не распадется АТФ и не создастся энергия для того, чтобы произошел активный транспорт. Для того, чтобы произошел активный транспорт. Теперь давайте посмотрим, как происходят виды облегченной диффузии. Это может быть унипорт. Что значит унипорт? Транспорт вещества независимо от наличия или переноса другого соединения. То есть вот только это вещество или только этот ион будет проходить, и его перенос не зависит от каких-то других соединений. Симпорт. Вот в этом случае транспорт веществ или ионов происходит одновременно и однонаправленно с другими соединениями. Ну вот натрий так переносится, он связан с калием. Глюкоза в клетке кишечного эпителия, в клетке кишечного эпителия. И антипорт, когда транспорт веществ одновременно, но в противоположном направлении с других соединений или ионов. Вот антипорт в одном направлении натрий, в другом калий. Натрий H-ионы, хлор HCO3 ионы. Вот они движутся по типу антипорта. Ну вот мы видим унипорт независимо друг от друга, симпорт зависят друг от друга, но движутся в одном направлении. Антипорт движутся в разных направлениях. Движутся в разных направлениях. Активный транспорт осуществляется, сейчас я сделаю перерыв, против градиента концентрации и всегда за счет энергии АТФ, которая распадается под влиянием АТ-фазы, получившей название ионных насосов, ну, натриево-калиевый насос или натриево-калиевая помпа. Ну вот натриево-калиевый насос связывает 3 иона натрия и 2 иона калия. При этом происходит распад одной молекулы АТФ, и ионы натрия активно выбрасываются на поверхность. Их и так много на поверхности, но они против концентрации градиента выбрасываются на мембрану. А ионы калия, которых много внутри, наоборот, с мембраны закачиваются внутрь клетки. Для чего этого нужно? Вы узнаете, когда мы будем изучать, как происходит генерация биоэлектрических явлений. Вот до этого мы дошли. И сейчас давайте сделаем перерыв на 5 минут.
Ну что ж, продолжим лекцию. 1791 год. Итальянец Луиджи Гальвани в живых тканях, а точнее в мышце, обнаруживает наличие, как он выражался, животного электричества. Он в дальнейшем написал трактат о животном электричестве. Как это произошло? Вот здесь показана обстановка. Я сразу хочу сказать, что открыл Луиджи Гальвани наличие животного электричества совершенно случайно. Дело в том, что он изучал атмосферное электричество. И для изучения атмосферного электричества он подвесил лапку лягушки на медной пластинке к балкону. То есть вот чтобы лапка была закреплена, отделена от балкона, он повесил ее на медной пластинке. Причем с этой лапки была удалена кожа. Но он вдруг замечает, что когда ветер раскачивает вот эти лапку лягушки, подвешенную на медной пластинке, и она соприкасается с железной балюстрадой балкона, то наступает сокращение лапки. И он тогда решил, что вот эта лапка является источником электричества, и поэтому, когда замыкается цепь, волей-неволей происходит разряд этого электричества, и наступает сокращение лапки. Ну вот точно так же, если взять медную и железную пластинку, то когда соприкоснется, то наступит волна. Но неожиданно против Луиджи Гальвани выступил немецкий физик Вольта. Он заявил, что никакого животного электричества не существует. Он взял цинковую и медную проволоку, соединил эту проволоку и прикоснулся одновременно к разным участкам мышцы лягушки, и наступило сокращение мышцы. В чем дело? А дело в том, говорит Вольта, что разные металлы обладают разным потенциалом, и поэтому возникает разность потенциалов. И тогда только наступает сокращение лапки лягушки. Для того, чтобы доказать свою правоту, Луиджи Гальвани должен был провести опыт без металла. И такой опыт Луиджи Гальвани
произвел? Он взял и на мышцы лягушки нанес разрез. Вот посмотрите, в мышце лягушки сделан разрез, и с помощью стеклянной палочки, вот разрез мы видим, с помощью стеклянной палочки набросил нерв лягушки на неповрежденную и поврежденную поверхность мышцы. И что же? При этом мышца сократилась. Вот смотрите, спорят два крупных исследователя и делают два крупных открытия. Вольта доказывает, что существует разность потенциалов, то есть потенциалы разных металлов различны. А Гальвани доказывает, что существует биопотенциал. Теперь мы говорим о биопотенциале. Или существует животное электричество. Разумеется, опыты Гальвани привлекли внимание исследователей, и когда появились приборы, которые могли регистрировать эту разность потенциалов, когда появились приборы, которые могли регистрировать эту разность потенциалов, то ученый Герман, немецкий ученый, сделал такой опыт. Он взял опять-таки лапку лягушки. С одной стороны он лапку лягушки повредил, приложил один электрод к неповрежденному участку. Этот электрод был соединен с чувствительным гальванометром, а от чувствительного гальванометра отходил другой электрод, который соединялся с поврежденным участком. И в этом случае Герман заметил, что стрелка отклоняется в сторону поврежденного участка, и что разность потенциала между неповрежденным и поврежденным участком мышцы равняется минус 60 милливольт. Вот это минус 60 милливольт говорит о том, что внутренняя часть клетки по отношению к наружней несет отрицательный заряд. Но основателем теории о биоэлектрических явлениях в возбудимых тканях, о биопотенциалах тканей был Юлиус Бернштейн, который впервые предположил, что вот биоэлектрические явления в возбудимых тканях обусловлены неравновесной концентрацией ионов. Только предположил, он не привел никаких доказательств, но он считал, что биоэлектрические явления, кстати, я вам не сказал, что Герман токи, которые возникают в покоящейся ткани, назвал токами покоя.
А те токи, которые возникают в возбужденной ткани, он назвал токи действия. Вот токи покоя и токи действия и составляют биоэлектрические явления в возбудимых тканях. А Юлиус Бернштейн предполагает, что вот биоэлектрические явления, то есть токи покоя или потенциал покоя и токи действия или потенциал действия обусловлены неравновесной концентрацией ионов. Но это было только предположение, и нужно было доказать. И вот лауреаты Нобелевской премии Алан Ходжкин, Эндрю Хаксли и Кац, не помню, как его зовут, доказывают, что действительно биопотенциалы возникают из-за неравновесной концентрации ионов. Каких ионов? Разность концентраций главным образом для ионов натрия, калия, кальция и анионов. Но главным образом натрия и калия. Избирательная проницаемость мембраны в покое для этих ионов. Свободно проницаема мембрана для ионов калия и практически непроницаема. Вот в состоянии покоя, значит, мембрана проницаема для ионов калия. Вы помните, что я вам говорил, что каналы для ионов калия практически всегда открыты, и практически непроницаемая для других ионов. Калий много внутри клетки. Калий выходит из клетки. И внутри клетки возникает отрицательный заряд. Мы потом разберем это. А снаружи, вернее, усиливается внутри клетки отрицательный заряд, а снаружи усиливается положительный положительный заряд. А вот натриевый калиевый насос или натриево-калиевая помпа восстанавливает это ионное равновесие. Но это ионное равновесие осуществляется с затратой энергии. Ну вот давайте посмотрим, какое неравновесное состояние ионов. Вот ионы натрия. Их в 12 раз, в 12-14 раз в разных клетках по-разному, даже в разных нейронах по-разному, больше снаружи, чем внутри. Итак, ионов натрия в 12-14 раз больше снаружи, чем внутри. Ионов калия в 40 раз больше внутри, чем снаружи. В 40 раз больше внутри, чем
снаружи. Ионов хлора в 12 раз больше снаружи, чем внутри. А вот ионов кальция в 1000 раз больше, снаружи в тканевой жидкости, чем внутри клетки. 1000 раз больше, чем внутри клетки. И, наконец, в клетке имеется значительная концентрация анионов. Это и анионы хлора, но их сравнительно мало ведь по сравнению. Но в клетке имеется очень много отрицательно заряженных белков. Вот все это и обеспечивает отрицательный заряд внутренней части клетки по отношению к наружной. Я еще хочу вам напомнить физиологию, когда я читал, то говорил о том, что очень часто мембрана клетки, которая смотрит внутрь, несет отрицательно заряженные фосфолипиды. Вот эти отрицательно заряженные фосфолипиды могут отрываться и тоже увеличивать отрицательный заряд внутренней части клетки. Итак, я уже вам сказал об этом. Ой, я не понимаю, что происходит. Простите, я на минутку зову Юрия Николаевича. Я не могу понять, в чем дело, почему перестали... Юрий Николаевич, почему-то перестали двигаться. Наверное, мышкой надо. Конечно, вот щелкнуть сюда. Нет, видите, что? Так дальше у вас анимация тут, дальше, вот они. Дальше нажимайте. Нажимайте вперед и назад. У вас здесь слайд такой анимированный. Нет. Вы смотрите, не переходит слайд. Ага, вот все. Несколько раз. Нет, дальше не идет. В ту сторону идет. Вот как происходит распределение ионов. Мы видим, что действительно внутри клетки много, то есть снаружи клетки много ионов натрия, ионов калия и хлора мало. Здесь же наоборот превалируют ионы калия. И, конечно, здесь превалируют внутри клетки анионы. Мы об этом уже говорили. И вот здесь то же самое показано, как калий превалирует, и что что калий может выходить на наружную поверхность клетки. А вот механизм возникновения
потенциал покоя и потенциалов действия был открыт после того, как Джон Эклс предлагает для изучения потенциалов применить микроэлектродную технику. Что это значит? Он берет очень тонкий стеклянный капилляр, заостряет этот стеклянный капилляр и электриком наполняет этот капилляр. Проводимость должна быть той влаги, которая находится в капилляре. И если проткнуть этим капилляром мембрану, а другой электрод расположить, но не на нейтральной клетке или на мембране клетки, то можно зарегистрировать потенциалы. Можно зарегистрировать потенциалы. Вот после этого и начинается изучение механизма возникновения биопотенциала. Ну вот, электрод всего лишь 2-3 микрона заострен. Вы видите, он наполнен электриком. Вот клетка. Если один электрод расположить внутри клетки, другой на поверхности, то мы видим, что стрелка отклонится вправо, то есть в сторону внутренней части клетки, и зарегистрируется разность потенциала. Здесь я говорю о внутренней части клетки, но может быть и расположение, я вам сказал, на нейтральной части. Вот метод регистрации. Теперь уже регистрация проводится с помощью современной техники, присоединяется компьютер, мы видим, как вводится электрод внутрь и как можно зарегистрировать разность потенциалов наружу и внутри клетки. Вот видно, как возникает разность потенциалов в покое между наружной и внутренней частью клетки, а здесь видно, как возникает уже потенциал при раздражении непосредственно клетки. Сразу же скажу, что этот потенциал получил название мембранного потенциала. Он соответствует минус 70 милливольтам, минус 70 милливольтам. А вот тот потенциал, который возникает при нанесении раздражителя на клетку, носит название потенциал действия, и он достигает по своей величине, посмотрите, он достигает по своей величине 90 и даже 100 милливольт. Итак, посмотрим, как возникает потенциал мембранный и как возникает потенциал действия. Калиевые каналы открыты в большом количестве в покое. Если они проникают на наружную поверхность мембраны, то они увеличивают положительный заряд. Натриевые каналы закрыты
перемещаются очень медленно. Ионы натрия перемещаются очень медленно. В покое практически не перемещаются. Калий же перемещается и в ту, и в другую сторону. Сохраняется равновесное состояние. Ну вот мы видим разность потенциалов. Вот это внеклеточная жидкость, это внутриклеточная жидкость, вот клеточная мембрана. Клеточная мембрана. Посмотрите, если будут электроды приложены там и там, то опять-таки стрелка отклонится в сторону отрицательных зарядов. Здесь преобладают на мембране отрицательные заряды, здесь на мембране, во внеклеточной жидкости и на мембране преобладают положительные заряды. Смотрите, смотрите. А вот разность концентраций ионов калия и натрия поддерживается работой натриево-калиевой АТ-фазы, которая и представляется из себя натрий-калиевый насос или натриево-калиевую помпу. Вот натриево-калиевый насос, посмотрите, вот ионы натрия с помощью этого насоса засасываются на мембрану, а ионы калия с помощью этого насоса устремляются внутрь. Вот ионы натрия наружу, на 3 иона натрия, 2 иона калия устремляется внутрь. И это против градиента концентрации. Работа натриево-калиевого насоса осуществляется против градиента концентрации. Итак, теперь давайте посмотрим, за счет чего же образуется разность потенциалов между наружной и внутренней частью мембраны клетки. Вот давайте представим себе, что один электрод расположен внутри клетки, а другой электрод расположен наружу клетки. При этом вот разность потенциалов, я вам объяснил уже, почему она возникает. Но теперь давайте посмотрим, почему возникает мембранный потенциал. Вот имеется равновесная концентрация ионов. Но в процессе эволюции произошло так, помните, каналы для калия открыты, что некоторый избыток ионов калия выходит на поверхность. И поэтому мы говорим, что мембранный потенциал обусловлен калиевым током. Хотя, само собой разумеется,
что те все факторы, о которых я также говорил, играют далеко не последнюю роль в возникновении мембранного потенциала. Оказывается, величина мембранного потенциала в различных тканях будет различна. В скелетной мышце мембранный потенциал достигает минус 90 милливольт, минус 90 милливольт. В нервных клетках минус 60-70 милливольт. В гладких мышцах 40-50 милливольт. Я смотрю, нет ли вопросов. Минус 40-50 милливольт. В эндотелиальных клетках минус 20 милливольт. И тут я хочу с большой гордостью сказать о том, что впервые в мире потенциал лейкоцита и эритроцита был измерен на нашей кафедре еще в 80-х годах прошлого века. Был он измерен, я тогда был завкафедрой, был он измерен доцентом Русяевым и кандидатом медицинских наук Славушкиным и оказался для лейкоцита равным минус 20 милливольт, а для эритроцита минус 5 милливольт. Я хочу вам сказать, что клетка может находиться в различном состоянии. В покое клетка находится в состоянии поляризации. В покое клетка находится в состоянии поляризации. То есть мембранный потенциал будет в норме. Мембранный потенциал будет в норме. Но вот если клетка будет деполяризована, то мембранный потенциал уменьшается. Я говорю, уменьшается отрицательный заряд. На самом деле разность потенциалов увеличивается. Гиперполяризация. Вот когда избыток положительных зарядов выходит на поверхность, а это происходит во время появления потенциала действия, то наступает гиперполяризация. И, наконец, если возвращается потенциал к норме, то это реполяризация. Ну вот видно, мембранный потенциал в норме, деполяризация, реполяризация, гиперполяризация. А здесь просто процесс поляризации. Клетка поляризована. Но как возникает локальный ответ, я бы хотел рассказать на следующей лекции. Сейчас я вам только скажу, что если зарегистрировать мембранный потенциал,
и нанести очень слабые раздражители, подпороговые раздражители, то возникнет местный ток, иначе он называется локальным током. Локальным током. Вот какие свойства локального тока и что происходит с локальным током, мы узнаем на следующей лекции. А сейчас я бы хотел вас спросить, во-первых, все ли вам понятно? Все ли вам понятно? Пишите, пожалуйста, пишите. Если вопросы будут, буду отвечать. Кальциевые каналы. П-типа возбуждается, как и Н-типа при наличии Да, конечно, при наличии нейромедиатора они возбуждают совершенно одинаково. Понятно. Все понятно. Ребята, давайте так договоримся. Если вам что-то непонятно, вы приготовьте на следующей лекцию вопросы. Я абсолютно уверен, хотя вам читали лекцию на первом курсе по потенциалам, хотя вы будете проходить это на практических занятиях, вам не скажут многое из того, что говорю я, а это очень важно для изучения других предметов и главным образом на фармакологии, на нервных болезнях, на психиатрии и на терапии, когда вы будете изучать заболевания сердечно-сосудистой системы. А сейчас я вам говорю до свидания и желаю вам всего самого наилучшего. Всего вам хорошего.